Первые 3 недели после запуска пруда были почти волшебными. Гладкая поверхность воды отражала кроны тайги, к пруду начали подтягиваться птицы, жуки, стрекозы. А потом все изменилось. Без каких-либо очевидных причин вода резко ушла. Уровень опустился почти на 2/3, оставив вместо зеркала грязевое пятно и трещины на дне. Рыба, запущенная ранее, оказалась в критических условиях. Вдоль берегов начали появляться мертвые водомерки, а по краям кольца ила. Сперва подумали, что утечка. Проверили все швы, если использовалась гидроизоляция, осмотрели стенки котлована. Ничего. Ни прорыва, ни провала, ни трещин. Тогда внимание обратили на испарение. В жаркий сезон в тайге температура может доходить до 96 градусов по Фаренгейту. За сутки пруд может терять до 2,5 галлонов на квадратный ярд поверхности. При отсутствии подпитки это катастрофа. А подпитки не было. Шок вызвало то, как быстро экосистема начала разрушаться. То, что создавалось неделями, исчезло почти за 3 суток. Это был не спад, а коллапс. Ракушки, которые уже начали цепляться к берегу, отвалились и засохли. В воздухе повис стойкий болотный запах. Но главное было не в этом. В одну из ночей вода внезапно вернулась. Пруд наполнился буквально за сутки. Почти до краев. Ни дождя, ни притока, ни подпитки сверху. Как будто кто-то открыл подземный кран. Такое поведение воды в изолированном котловане в тайге — редкость. Единственное возможное объяснение — подземные грунтовые источники. Но их раньше не фиксировали. Даже когда копали котлован, следов воды в грунте не было. Вода пришла мутная, с рыжим оттенком. Возможно, из-за железа или торфа, которые принесли подземные струи. На поверхности появилась пленка. Живность, выжившая в первом обезвоживании, начала перемещаться по новой воде, но вела себя вяло. Рак перестал двигаться. Караси всплывали к поверхности чаще обычного. Было решено взять пробы. Химический анализ, если он доступен в полевых условиях, показал повышенное содержание растворенных минералов. Электропроводность воды выросла в 3 раза. Это могло объяснить пассивность организмов. Особенно при резкой смене среды. К утру следующего дня стало еще интереснее. Пруд не просто остался полным, он начал выходить за берега. За следующие 12 часов уровень воды поднялся на 9 дюймов выше обычного. Грязь с одного из склонов потекла в пруд. Образовалась мутная жижа. Берега начали размокать, на одном из участков осела кромка почвы. Это стало первым поводом всерьез заняться укреплением. До этого полагались на естественные уклоны и плотность глины. Что удивило, даже при поднятии уровня воды влага распространялась неравномерно. Один край пруда впитывал воду, другой переливался. Появились подозрения, что часть берега уходит в старую звериную тропу, превращенную в дренаж. Прямых следов животных не было, но земля там была рыхлой, с прогибами. Из-за избытка влаги начали гнить корни по краям берега, а сока, растущая вдоль воды, полегла. Появился запах сероводорода, а через день начали массово всплывать мертвые рыбы. Как только начали искать причины мора, дно начало пузыриться. На 3-й день после подъема уровня вода в пруду стала вести себя странно. Появились пузырьки, медленно поднимающиеся с определенных участков дна. Причем не везде, строго в 2 точках. Места были рядом с местами старого пня и корня, оставшегося от выкорчеванного дерева. Первое подозрение — разложение органики. Пни и корни, оставшиеся под водой, начали гнить и выделять газы. Это мог быть метан или сероводород. Подтвердить это без лаборатории сложно, но запах говорил сам за себя. Тухлые яйца, особенно в утренние часы, когда вода стояла. Живность снова изменила поведение. Раки переместились к берегам, стали малоактивными. Рыба скапливалась у поверхности, дышала ртом. Все это признаки пониженного кислорода. Пузырьки поднимались периодически, но долго не прекращались. В одной точке даже зафиксировали легкое вскипание. Не горячая вода, а массовый подъем мелких пузырьков за короткое время. Выглядело жутковато. Стало ясно, внутри дна идут процессы, причем активные. А потом начались странные ночные звуки. В районе пруда в ночное время стало слышно то, чего раньше не было. Ну что, кто бы мог подумать, что наш пруд станет настоящим детективом с тайнами и загадками. Если вам интересно узнать, чем все это закончится, и вы хотите поддержать наш проект, не забывайте подписываться на канал и жмите на ссылку в описании или сканируйте QR-код на экране. Ваши донаты помогут нам продолжать это увлекательное путешествие. Негромкие плески, шорохи по воде, хруст веток и короткие резкие всплески, будто кто-то выскакивает из воды или прыгает в нее. Ловушки с камерами зафиксировали несколько лис и енотов, которые приходили к воде.
Но были и моменты, которые остались без объяснения. Одна из камер запечатлела, как в 3 часа ночи вода на поверхности начинает колебаться кольцами, хотя ветра не было. Никаких падающих предметов, просто будто бы из центра шли волны, медленно и стабильно. Через 3 дня один из плотов, сделанный для наблюдения за рыбой, был найден разрушенным. Палки разорваны, части каркаса унесены, ни звериных следов, ни бурь, ни падающих деревьев. Было принято решение обустроить освещение и попробовать наблюдать вживую. Но следующая ночь принесла не свет, а густой туман, который не расходился до самого утра. Хуже всего, в этот момент в пруду начали исчезать раки. Утром после той туманной ночи в пруду стало на ощупь пусто. В местах, где обычно можно было увидеть движение раков у берега, тишина. Ни следов, ни копошения. Подводную подсветку включили, но за час наблюдений ни один рак не попал в кадр. А ведь запускались они в количестве нескольких десятков особей, причем с запасом по кислороду и температуре. Все условия соблюдались. Начали искать, с очками прочесали берега, тишина. Половили на мясо, пусто. Даже те, кто раньше бодро реагировал на запах наживки, исчезли. Один из раков был найден на берегу, высохший, будто вылез и не успел добраться обратно. Это дало надежду, что они ушли не в мир иной, а просто переселились. Но куда? Исследовали дно по периметру, снова ничего. Только у старого корня, откуда шли пузырьки, нашли пару живых, но вяло шевелящихся особей. Остальные и будто растворились. Подозрение пало на 2 варианта. Либо массовая гибель из-за выброса газов, либо уход в норы. Но за 3 дня ни одна новая нора не была замечена. На 4-ю ночь, когда пруд был особенно тихим, один из раков был замечен у поверхности, мертвый. И рядом пятно слизи на воде. А спустя сутки начали болеть рыбы. Сначала рыба стала вялой, оживленное поведение, характерное для первой недели после запуска, исчезло. Караси поднимались к поверхности, ловили воздух, как говорят рыбаки. Некоторые ложились на бок. Ловить их стало проще, они почти не сопротивлялись. Но радости это не приносило, вода потемнела. Появился сладковатый запах, один из признаков падения кислорода и развития бактериальной среды. Ночью под фонарем можно было видеть взвесь, миллионы микрочастиц, дрейфующих в толще воды. Анализа на аммиак или нитриты не было, но визуально начался биологический кризис. Решено было временно остановить подкормку. Возможно, излишки остались и начали гнить. Кроме того, провели аэрацию вручную, мешали воду, создавали движение, пытались насытить кислородом. Это дало временный эффект, рыбы чуть активизировались, но не более. Погибли первые 3 особи. И это были не слабые мальки, а взрослые крепкие караси, причем за ночь. Ни повреждений, ни признаков инфекции. Что особенно насторожило, один из трупиков был надкусан. На следующее утро камеры зафиксировали следы вдоль кромки воды. Судя по форме, мелкий хищник. Возможно, куница или хорь. На кадрах четкий силуэт зверя, который подходит к воде, замирает, потом делает быстрый бросок и выныривает с чем-то в зубах. Дальше кадр уходит в тень, и фигура исчезает. С этого момента пруд стал настоящей точкой притяжения для дикой фауны. За неделю было замечено пара лисиц, ночной гость размером с барсука, несколько птиц, которых раньше в этом районе не видели, и даже лось, который прошел мимо, но остановился у воды на несколько минут. Еще через день один из краев пруда был буквально ископан. Земля взрыта когтями, видимо, в попытке добраться до чего-то. В том месте в воде еще оставались старые корни, и, возможно, там прятались раки. Одна камера выключилась в 3 часа ночи, вторая записала полчаса неразборчивых вспышек и сбоев. Утром в воде плавала сломанная ветка, а на берегу нашли странные волны на песке, как будто кто-то полз или поливал воду. После этого решено было провести рекультивацию. Было решено действовать. Первое — замена части воды. Вручную откачали около 1/3 объема и добавили чистой, предварительно отстоянной. Это снизило концентрацию вредных веществ. Второе — аэрация. Установили простейшую систему с насосом и распылителем. Через сутки рыбы стали активнее. Берега укрепили, уложили бревна, засыпали гравием, расчистили от грязи. Корни, которые могли гнить, удалили, убрали и тот старый пень, возле которого шли пузырьки. После этого поверхность воды стала спокойнее. Дополнительно начали точечно вносить биопрепараты, те, что разлагают органику и стабилизируют микрофлору. Через 2 дня запах ушел, рыба перестала ложиться на бок. Впервые за неделю в воде снова появились насекомые. На 3-й день после вмешательства один рак снова показался у берега. Но следующее наблюдение принесло еще одно открытие. С наступлением стабильности в экосистеме пруда начали появляться признаки самовосстановления.
То, что не запускалось человеком. На поверхности воды появилась мелкая ряска, хотя в пруд ее не высаживали. Это могло быть занесено птицами или проросло из случайных спор. Сначала волновались, но оказалось, ряска начала вытягивать лишние вещества из воды, делая ее прозрачнее. Появились личинки. Близко к берегу запечатлели стрекозу, которая откладывает яйца прямо в воду. Жуки-водолюбы начали плавать у камней. Это означало только одно — вода снова стала пригодной для жизни. На берегу начала пробиваться новая трава, не высаженная вручную. Местные виды начали адаптироваться к повышенной влажности. Даже мох на одном из пней, который казался мертвым, начал распушаться. И самое главное, в одном из участков дна обнаружили живого малька. Его не запускали, он появился сам. Как он там оказался, оставалось загадкой. Но и это было только началом странностей, которые продолжались. На 3-й месяц жизни пруда ситуация казалась стабильной. Но спокойствие оказалось обманчивым. Одной ночью камера зафиксировала возвращение того самого ночного хищника. На этот раз запись была четкой. Хорь или куница с характерной пластикой движений пробрался к воде и затаился у кромки. Через пару минут он бросился в воду. Добычи не видно, но на следующем кадре в зубах болтается что-то темное и блестящее. Учитывая размеры, возможно, это был один из раков, выживших в глубине, а может, маленький карась. Факт остается, хищник освоился и начал использовать пруд как кормовую базу. Следующей ночью он пришел снова. И не один. Второе существо мелькнуло в кадре. Меньше размером, возможно, детеныш. За 3 ночи 3 визита. Каждый раз добыча и следы на песке. Чтобы защитить пруд, натянули сетку вдоль наиболее уязвимого берега, соорудили шумовой маяк из банок и лески. Это дало эффект. Шум и перемещение отпугнули зверей. Но полностью исключить их возвращение было невозможно, особенно в условиях тайги. Внутри пруда обитатели снова стали вести себя настороженно. Раки ушли вглубь, караси не выходили к свету. И на 4-ю ночь в пруду появился новый житель. Не гость, а пришелец изнутри. На дне выли начали появляться тонкие шевелящиеся нити. Сначала казались просто остатками растительности, но при освещении всплывали, изгибались и втягивались обратно. Это были черви, мелкие водные кольчатые, возможно, трубочники. Их появление — признак разложения органики и формирования полноценного донного слоя. В естественных условиях это нормально, но в замкнутом искусственном водоеме их избыток может быть проблемой. Они забивают фильтры, понижают уровень кислорода и являются индикатором загрязнения. Хотя рыба может питаться ими, их количество выросло слишком резко. Решили проверить донную структуру. С очком подняли несколько пригоршней ила, черный, жирный, с неприятным запахом. Видно было, что кислорода внизу не хватает, и начались анаэробные процессы. Это могло стать причиной исчезновения некоторых рыб. Провели чистку, откачали часть донного слоя, добавили гравий на определенные участки, чтобы стабилизировать субстрат. Это дало результат, черви исчезли почти полностью за 2 дня. Но вместе с ними ушла и часть полезной микрофауны, а это значит, следующий шаг был неизбежен. Понимая, что экосистема начала выходить из равновесия, решено было ввести дополнительную систему фильтрации. Без электроэнергии в тайге пришлось использовать биофильтрацию, слой гравия, песка и керамзита, через который прокачивалась вода с помощью ручного насоса. Система оказалась эффективной. Уже на 3-й день вода стала заметно прозрачнее, исчез неприятный запах. Поддержка естественного баланса оказалась возможной даже в таких полевых условиях. Кроме того, добавили растения-фильтраторы, роголистник и элодею. Их специально привезли в герметичных контейнерах. Растения прижились быстро, пустили корни и начали активно разрастаться. Вода приобрела характерный зеленый оттенок, но стала стабильной по составу. Фильтрация помогла восстановить активность раков. Они начали появляться ближе к берегу. Рыба перестала бояться света и стала кормиться в верхнем слое. Экосистема снова ожила. Но вместе с водой к пруду вернулась и другая проблема — мошка. Когда вода стала чище, а температура выше, над поверхностью пруда появился первый рой. Сначала это были мелкие мошки, абсолютно обычное явление. Но буквально через 2 дня началась настоящая атака. Тысячи мелких насекомых клубились над прудом, оседали на одежде, лезли в глаза. Они откладывали личинки в воду, на листья, даже в трещины на камнях. Личинки начали конкурировать за кислород, а некоторые добыли паразитами. Мухи крупнее откладывали яйца в зону прикормки, и в воде появились черви другого вида. Это создало стресс для всего биоценоза. Рыба стала отказываться от еды.
Рак, вылезший на камень, был облеплен насекомыми. Решили действовать, сожгли противомошечные свечи, распылили безвредные репелленты для местности. Освещенные участки закрывали на ночь, чтобы не привлекать раи. Ситуация улучшилась, но навсегда избавиться от проблемы не удалось. Насекомые в тайге — часть жизни. И с этим нужно было научиться жить. Следом началась еще одна битва — с водорослями. Однажды утром пруд стал ярко-зеленым. Не мутным, не темным, а именно ярким, насыщенным. Появился характерный запах, а на поверхности образовалась тонкая скользкая пленка. Начался активный рост микроводорослей. Причина — избыток солнечного света, органики и слабое течение. Слой водорослей препятствовал проникновению света в глубину. Внизу кислорода стало меньше. Рыбы снова поднялись к поверхности, раки исчезли с глаз. Начались мелкие цветения воды, похожие на зеленую кашу. Применять химию было нельзя. Пруд живой. Использовали натуральный способ — теневые экраны из ткани, укладка листьев и установка деревянных щитов, создающих частичную тень. За неделю зелень отступила. Растения-фильтраторы снова стали видны под поверхностью. Слой пленки растворился, но вода по-прежнему оставалась с оттенком, как напоминание о том, что баланс нарушить легко, а вернуть трудно. А затем начал резко меняться уровень воды, август выдался непредсказуемым. После периода стабильности уровень воды в пруду начал колебаться. Причем не на дюйм-два, а до 6-7 дюймов в обе стороны. Сначала решили, что дело в испарении. Днем стояла жара до 98 градусов по Фаренгейту, а ночью температура резко падала. Но даже при таких условиях такие колебания выглядели странно. Проверили подпитку. Ни нового источника, ни ручья, ни подземного выхода не появилось. Тем не менее, каждую ночь вода заметно прибавлялась, а под утро отступала. Одно из объяснений — капиллярная связь с подземными грунтами. Но чтобы настолько активно, иногда казалось, будто пруд дышит. Особенно это чувствовалось в ветреную погоду, когда по поверхности шли волны, а у берегов образовывались микроотливы. Даже растения начинали вести себя иначе, а сока ложилась в сторону спада уровня, будто подчиняясь невидимой тяге. Иногда в центр пруда вырывался столб пузырей, как будто снизу шел воздух. И всегда это сопровождалось скачком уровня. Ощущение было странное, будто пруд живет своей жизнью. Возможно, в глубине сформировалась небольшая подушка газа, которая время от времени выталкивает воду наружу. Но хуже стало после проливного дождя. Однажды вечером начался сильный ливень. Не просто дождь, а сплошной поток воды, который длился почти 8 часов без перерыва. Сначала радовались, дополнительная влага поможет пруду, очистит поверхность, подкормит растения. Но когда утром пришли, пейзаж был другим. Один из склонов, юго-западный, дал трещину. Глина, напитавшись влагой, сползла прямо в пруд. Почти 3 ярда берега ушли в воду вместе с кустами, остатками укрепления и частью деревянного настила. Поверхность стала мутной, грязной, тяжелой. На ней плавали обломки, рыба не появлялась на поверхности. Раки снова исчезли. Пруд будто замер, вода окрасилась в серый оттенок. У берега образовался полуостров из грязи, который мешал циркуляции. Работы хватило на неделю. Берег чистили вручную, укрепляли снова, бревна, камни, дренажный ров выше по склону. Но восполнить экосистему после оползня было трудно, и все равно пруд начал меняться. Сначала едва заметно, но потом заметили странное явление. В воде что-то мерцало. На 5-м дне после оползня под утренним солнцем заметили. У дна в одной из глубоких точек что-то поблескивает. Сначала решили, мусор, возможно, фольга или стекло, оставшееся от стройки. Но при погружении оказалось, никаких посторонних предметов нет. Только тонкая пелена светящихся нитей, будто бы от пленки или тончайшей паутины. Это оказался природный налет из бактериальной пленки. Некоторые виды бактерий при определенных условиях формируют микроскопические колонии, которые отражают свет. В природе такое встречается редко, особенно в пресных водоемах. Причина — повышенное содержание органики и стабильная температура. То есть пруд создал идеальные условия для образования сложных микроорганизмов. Это было необычно, но не опасно. Интересно, что вокруг этой области начала собираться молоть рыб. Возможно, из-за более высокой температуры или микропитания. Жизнь продолжалась, но уже по новым правилам, и тогда пришло время взглянуть на весь путь целиком. Ровно через 3 месяца после запуска пруда он выглядел совсем иначе. Уже не тот сырой котлован, заполненный водой, а настоящий живой организм, со своими проблемами, своими циклами, своей непредсказуемостью.
Вода стала стабильной, но не кристально чистой. На дне легкий осадок, вдоль берега поросль травы и мха. Рыба выжила. Большая часть карасей не только адаптировалась, но и начала проявлять признаки роста. Некоторые особи стали крупнее в 1,5 раза. Раки исчезли почти полностью. Возможно, они ушли в глубину, возможно, погибли. Но экосистема смогла восстановиться даже без них. Появились новые виды насекомых, а на берегу нет даже следы лягушек. Пруд стал частью местного ландшафта. В нем было много неожиданного, порой пугающего, но каждый элемент теперь казался на своем месте. А главное, он не требовал постоянного вмешательства. Он начал жить своей жизнью. И это был главный показатель успеха. За 3 месяца пруд в тайге прошел все. Засуху, перелив, болезни, нашествие хищников, исчезновение живности, ливни, оползни и восстановление. Он стал настоящим испытанием, не просто проектом, а живым организмом, требующим терпения и уважения. Главный урок — нельзя спешить. Вода, земля и живность требуют времени, чтобы договориться между собой. Любое резкое вмешательство нарушает баланс, но если дать природе время, она начнет восстанавливать себя сама. Второй важный вывод — даже в самых сложных условиях можно создать устойчивую экосистему. Без электричества, с минимумом техники, руками и наблюдением. И третье — быть рядом. Пруд — это не картинка для фона. Это место, где постоянно что-то меняется, где нужно учиться видеть мелочи и замечать закономерности. Только тогда все начинает работать. И когда на рассвете ты подходишь к воде, а на поверхности образуются легкие круги, ты уже не гадаешь, откуда они. Ты знаешь, пруд дышит, и это значит, все правильно. Когда температура начала опускаться ниже 32 градусов по Фаренгейту, пруд медленно стал готовиться к зиме. Вода становилась прозрачнее, движение замедлялось, рыба реже поднималась к поверхности. Первым признаком приближающейся стужи стала тишина. Даже птицы перестали прилетать к воде. Сначала по утрам появлялась тонкая корка льда, потом устойчивый покров. Через неделю пруд покрылся полностью. Но это был не финал, а новый этап. Подо льдом продолжалась жизнь. Если не слишком глубокий, пруд может промерзнуть до дна. Поэтому важно было заранее обеспечить зимовочные ямы, углубления, где рыба сможет выжить. Аэрация отключена, электричества нет. Чтобы кислорода хватило, старались заранее минимизировать органику. Убрали листья, остатки прикормки, срезали часть растений. Чем чище дно, тем меньше гниения и больше шансов на зимовку. Удивительно, но в январе под прозрачным льдом удалось заметить движение. Один карась медленно прошел по дну, а у камня в замороженном пузырьке будто застыл рак. И все же он чуть шевельнул клешней. Каждый, кто решит завести свой пруд в дикой местности, должен понимать, без ошибок не обойтись. И чем раньше принять это, тем меньше разочарований. В этом проекте ошибок было достаточно. Первое. Спешка с запуском. Воду залили сразу после выемки котлована, не дав дну устояться и утрамбоваться. Это дало трещины и утечку в начале. Вторая — недооценка подземных процессов. Корни, пни, остатки растительности — все это не просто мусор, а будущий источник газов, гниения и обрушения. Третье — неправильный расчет по биообъему. Слишком много живности на раннем этапе, особенно без сформировавшейся микрофлоры. Это дало резкий всплеск аммиака и стресс для рыб. Четвертое — слабая защита от диких животных. Даже простая сетка на начальном этапе могла спасти часть обитателей. Но главная ошибка — недостаток наблюдения в критические моменты. Пруд требует постоянного внимания. Не контроля, а именно участия. Это не ванна, а маленький мир. И если вовремя не заметить перекос, восстановить будет вдвое сложнее. Если ты планируешь сделать свой пруд, особенно в условиях тайги или удаленного участка, вот что стоит учесть с самого начала. Первое — место. Не просто красивое, а с устойчивыми берегами, удаленное от ручьев и склонов, чтобы избежать оползней и затоплений. Второе — глубина. Для рыбы и зимовки нужно минимум 3 фута. Лучше — больше, если есть возможность. Третье — не торопись с запуском живности. Дай воде созреть. Хотя бы 2-3 недели на формирование микрофлоры, особенно если нет фильтрации. Четвертое — укрепи берега. Даже если кажется, что почва плотная, дожди и животные быстро покажут обратное. Пятый совет — готовься к неожиданностям. Даже идеально рассчитанный пруд поведет себя по-своему. И, наконец, не сдавайся. Первые месяцы будут трудными. Но со временем ты начнешь понимать, что пруд — это не просто вода, это учитель.
Он покажет тебе терпение, наблюдательность и уважение к природе. Если ты готов учиться, он отблагодарит старицей. Каждый день в лесах Амазонки исчезает около 25 футбольных полей тропического леса. Это не просто цифра. Вырубка деревьев угрожает существованию уникальных экосистем. Миллионы видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения. Леса Амазонки простираются через 9 стран и составляют один из самых богатых биомов на планете. В тропических дебрях каждый год обнаруживаются новые виды. 80% всех видов животных и растений на Земле находятся в тропиках. Вдоль рек скрываются редкие животные, такие как ягуары, капибары и множество видов лягушек. Вокруг каждого дерева, заросшего мхом и лианами, скрыты удивительные экосистемы. Несколько лет назад исследователи нашли новый вид ящерицы в изолированной части леса, куда не ступала нога человека. Это открытие стало возможным благодаря группе биологов, которые проводили ночные экспедиции в поисках редких видов. Их находки вызывают интерес ученых и любителей природы по всему миру. Тенистые чащи леса могут выглядеть однообразно, но при детальном изучении становятся настоящим кладезем жизни. Ветви деревьев переплетаются, образуя естественные мосты, которые обеспечивают доступ к неведомым территориям. Каждое утро лес наполняется звуками, крики обезьян смешиваются с пением птиц, создавая симфонию тропиков. Эта сложная сеть жизни поддерживает экосистему, которая может существовать без вмешательства человека. Однако даже эти величественные леса сталкиваются с глобальным потеплением. Изменения климата угрожают не только флоре и фауне, но и самой структуре экосистемы. Увеличение температуры меняет состав видов, что может вызвать цепные реакции в пищевых сетях. Исследователи бьют тревогу. Если не принять меры, бразильская амазонка может стать жертвой необратимых изменений. Леса Амазонки — это не просто место обитания для многих видов, это легкие планеты, эффект которых ощущается по всему миру. Они обеспечивают кислород, очищают воздух и регулируют климат. Каждый день человечество теряет часть этого ресурса, и с ним уходит целая культура и история, которые веками существовали в гармонии с природой. Научные экспедиции продолжаются, и с каждым новым открытием появляется надежда на то, что мы сможем понять и сохранить этот уникальный биом. Ученые утверждают, что понимание экосистемы помогает находить пути к ее защите, но для этого требуется время и ресурсы. Чем больше мы узнаем о лесах Амазонки, тем яснее становится, как важно их сохранить для будущих поколений. С глубин Марианской впадины поступили тревожные сигналы. Субмарина, погружающаяся на рекордную глубину, зафиксировала резкие изменения температуры и давления. Эти параметры изменились, что привлекло внимание ученых. На экранах появилась информация о неизвестных формах жизни, светящихся в темноте на дне океана. Это открытие повергло исследовательскую команду в шок, оборудование начало давать сбои. Члены экспедиции обменялись напряженными взглядами. Оказалось, что давление на глубине более 10 тысяч метров воздействует на технику сильнее, чем предполагали. Несмотря на тревожные сигналы, команда решила продолжить погружение. Каждое новое измерение открывало перед ними завесу неизвестного. На экранах начали появляться изображения странных существ. Одно из них, напоминавшее прозрачную медузу с длинными щупальцами, скользило рядом со стенками субмарины. Ученые испытывали восторг, но вскоре их радость омрачила новая находка. На дне они заметили необычные образования, которые напоминали колонии живых организмов. Их форма и структура были непривычны для биологов. Роботы, отправленные на исследования, начали передавать данные, фиксируя отсутствие привычных для океанского дна существ. Вместо этого экран заполнили яркие цвета, которые не имели аналогов в известных экосистемах. Вскоре команда столкнулась с новыми вызовами. Давление стало угрожающе возрастать. Система субмарины начала предупреждать об опасности. В этот момент доктор Ким заметила перемещение в темной воде. Каждое движение настораживало команду. На экране появился некий большой силуэт, внушавший страх. Вдруг связь с поверхностью оборвалась. Команда поняла, что осталась в полной изоляции. Вокруг царила темнота, а лишь мерцание существ на экране давало надежду. Ученые начали анализировать данные, надеясь вернуть связь. Один из роботов, отправленный исследовать колонии, начал отправлять тревожные сигналы о резком падении уровня кислорода. Тревога нарастала. Команда обсуждала, как действовать, чтобы выжить. Доктор Ким предложила поднять субмарину, но капитан настаивал остаться для сбора данных. Это решение вызвало раскол в коллективе. Споры продолжались, а уровень кислорода продолжал падать.
Один из участников, недовольный медленным прогрессом, попытался вручную активировать аварийный подъем, что вызвало короткое замыкание в системе. Ситуация стала критической, напряжение возросло до предела. Каждый член команды понимал, что их действия могут решить судьбу не только экспедиции, но и всех, кто исследует загадочные глубины океана. Перед ними встала не только проблема выживания, но и вопрос о том, какие тайны Марианская впадина все еще хранит под своими водами. В это время, глубоко под поверхностью озера Байкал, команда ученых столкнулась с уникальными экосистемами, ставящими под сомнение все их представления о подводной жизни. Специальные подводные аппараты начали собирать образцы, и на экранах появились изображения удивительных существ, прозрачных амеб и ярких губок, светящихся в темноте. Эти организмы оказались совершенно уникальными, их поведение отличалось от всего, что когда-либо наблюдали ученые. Система навигации, работающая на протяжении всей экспедиции, выдала тревожный сигнал. Один из подводных аппаратов остановился в нескольких метрах от дна, не способный продвигаться дальше. Ученые поняли, что столкнулись с массивной колонией губок, которые перекрыли проход. Команда начала обсуждать возможные пути обхода, но напряжение нарастало. Каждый участник осознавал, что время работает против них. Пока одни искали решения, другие заметили падение уровня кислорода в аппарате. Это вызвало панику. Члены команды начали высказывать недовольство по поводу недостаточной подготовки к подобным ситуациям. В этот момент доктор Петрова предложила рискованный вариант – использовать подводный аппарат для создания взрыва, чтобы раздвинуть губки и освободить проход. Несмотря на риск, команда согласилась, что другого выхода нет. Когда аппарат начал выполнять операции, неожиданно активировалось незаметное образование в воде. Команда не успела осознать, что вызвало реакцию миллионов микроскопических организмов. Облако микробов поднялось, и экран заполнился абсурдными данными. Ученые поняли, что их действия могут вызвать экологическую катастрофу, нарушив хрупкий баланс экосистемы. Сигналы тревоги вновь начали звучать, а уровень кислорода продолжал падать. Ученые осознали, что их действия имеют необратимые последствия. Доктор Петрова предложила вернуться к первоначальному плану и исследовать другие участки озера, но капитан настаивал остаться и разобраться с проблемой. Это решение вызвало разлад в коллективе, и участники начали открыто обсуждать свои опасения. Тем временем подводный аппарат, застрявший в губках, начал терять связь. Вода вокруг него темнела, а данные на экранах менялись. Ученые наблюдали, как странные образования, ранее невидимые, начали двигаться. Неизвестные существа, оказавшиеся частью экосистемы, проявили агрессию. Участники экспедиции поняли, что они не одни в этом подводном мире. Ситуация обострилась, когда один из аппаратов выдал сигнал о повреждении. Ученые осознали, что рискуют потерять связь с поверхностью. В панике они начали искать способ вернуть аппарат обратно, но время шло. Каждый новый сигнал тревоги поднимал уровень стресса, и команда не могла справиться с давлением. Байкал, величественное озеро, готовило им множество сюрпризов, а его неизвестные глубины продолжали хранить свои тайны. Тем временем подводные аппараты продолжали запрашивать данные, но уровень стресса в команде достиг критической отметки. На экранах начали появляться неподвижные изображения подводных гор и вулканов, скрывающихся за стеной губок. Доктор Петрова, изучая данные, заметила аномалию в одном из изображений. Форма горы показалась ей знакомой. Она напомнила ей о легенде о потерянной цивилизации, более чем столетней давности, которую когда-то предполагали исследователи на поверхности. Сигналы тревоги продолжали звучать, и уровень кислорода в аппарате падал. Команда осознала, что именно эта аномалия может стать ключом к их спасению. Петрова предложила изменить курс и направиться к подводному вулкану, который мог оказаться источником кислорода из-за активных термальных источников. Несмотря на неодобрение капитана, группа согласилась с этим решением. Время шло, и чтобы выжить, они должны были рискнуть. Когда команда приближалась к вулкану, давление стало невыносимым. Оборудование начало давать сбои, и экран заполнился помехами. Однако, несмотря на помехи, они заметили, что вокруг вулкана царила жизнь. Необычные существа, ранее не встречавшиеся в этих водах, активно двигались к источнику тепла. Команда поняла, что это может быть ключом к их выживанию. Неожиданно с дна вулкана поднялся столб пузырей. Вулкан начал проявлять активность, и это вызвало сильное землетрясение. Аппарат сильно трясло, и ученые начали терять контроль над управлением. В этот момент доктор Петрова заметила, что на экране появилась новая информация.
Яркий свет пробивался сквозь мутную воду, и команда осознала, что нашли не просто вулкан, а массивный подводный кратер, который, возможно, является домом для самой древней экосистемы. Кратер открылся, и поток горячей воды выбросил огромные объемы пара и пузырей. Это создало непредсказуемые условия для аппаратов. Команда наблюдала за тем, как подводные существа, ранее казавшиеся безобидными, начали агрессивно реагировать на изменения. Это было неожиданное открытие. Вулкан, о котором никто не знал, стал домом для уникальных видов, которые могли существовать только в этом подводном мире. Тем временем уровень кислорода продолжал падать, и напряжение нарастало. Команда осознала, что в их руках может быть не только их жизнь, но и понимание экосистемы, которую они наблюдали. Внезапно один из аппаратов выдал критический сигнал о повреждении. Ученые поняли, что если они не поднимутся на поверхность, то не только потеряют данные, но и свою жизнь. Капитан, понимая всю серьезность ситуации, отдал приказ о немедленном подъеме. Но в этот момент подводный вулкан выбросил поток лавы, преградив путь к возвращению. Команда оказалась между стеной вулканической активности и давлением воды. Время истекало, и каждое новое движение начинало казаться рискованным. Все это создало напряжение, которое довело команду до предела. Нужно было принимать решение: попытаться обойти вулкан или рискнуть всем, чтобы выжить и вернуться с бесценными данными о неожиданной экосистеме. Этот момент стал кульминацией их экспедиции, когда жизнь и знания оказались на одной чаше весов. Время истекало, и команда приняла решение о рискованном маневре. Капитан отдал приказ всем подводным аппаратам двигаться к кратеру, надеясь использовать силу воды и тепла, чтобы вырваться на поверхность. Подводный вулкан продолжал демонстрировать свою мощь, выбрасывая струи горячей воды и пара. Ученые, несмотря на страх, понимали, что это может быть единственный шанс выжить. Аппараты начали ускорять движение, маневрируя между потоками. Каждый новый сигнал тревоги повышал уровень напряжения, но команда работала слаженно. Доктор Петрова проанализировала данные и поняла, что кратер может стать источником кислорода и новой экосистемой для изучения. Это открытие стало для нее важнее, чем собственная жизнь. Она заметила, как некоторые существа, которые ранее казались агрессивными, начали отходить, избегая аппаратов. Вдруг один из аппаратов получил повреждение. Вода вокруг него зашипела, и команда поняла, что могут потерять связь. Капитан отдал приказ о немедленном подъеме всех аппаратов. Ситуация обострилась, и в последний момент им удалось вырваться из кратера, но это стоило им потери одного аппарата, а уровень кислорода оставался критическим. Наконец, вырвавшись на поверхность, команда была встречена спасателями. Оказавшись на безопасном расстоянии, они смогли оценить свой опыт. Ученые поняли, что столкнулись с уникальной экосистемой, которая могла изменить их представление о жизни в глубоководных условиях. Однако утрата аппарата осталась невосполнимой. Участники команды осознали, что их открытия могут помочь в защите подводного мира, но цена этого знания была высокой. После возвращения в лабораторию ученые начали анализировать собранные данные. Они столкнулись с важным вопросом о том, как сохранить хрупкие экосистемы, подобные тем, что они наблюдали. Открытие подводного вулкана и его уникальных обитателей стало темой для дальнейших исследований. Если вам интересно, как спасатели оценили их опыт и что же случилось с этим уникальным водоемом, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать наши исследования и продолжение таких увлекательных историй, ссылка для доната в описании или QR-код на экране. Помните, даже раки и рыба могут быть благодарны за вашу помощь. Ученые осознали, что наука и природа требуют бережного отношения и внимательного изучения. В память о потерянном аппарате и команде, оставшейся под водой, Петрова и капитан решили основать фонд для изучения подводных экосистем. Они хотели не только сохранить знания, но и предупредить мир о рисках, связанных с уничтожением природных ресурсов. Каждый член команды понимал, что их приключение в глубинах океана оставило след, который будет влиять на будущие поколения ученых. Их опыт стал историей о мужестве и жертвах, о том, как подводный мир может быть прекрасным и опасным одновременно. Они смогли извлечь уроки из своих ошибок и передать эти знания, чтобы защитить природу и сохранить ее тайны для будущих исследований. Каждый из них унес с собой не только воспоминания о великих открытиях, но и осознание важности защиты хрупкого баланса экосистемы, которая продолжает существовать под водами планеты.